Всем привет! Сегодня поделюсь с вами классным рецептом очень вкусного пирога с шампиньонами и шпинатом. Ну и начнем с приготовления теста. Мне понадобится 150 грамм сливочного масла. Использую немножко подмороженное. Так оно легко натирается на терке, да и в принципе потом с ним легче работать. Далее все по классике для песочного теста. Использую 250 грамм обычной пшеничной муки, пол чайной ложки разрыхлителя. Все вот сюда высыпаю к маслу и перетираю вот так вот руками, делая крошку. Сюда же один желток и 1 столовую ложку сметаны, можно даже с горочкой. Замешиваю тесто, соединяю все в один комочек. Как видите, все прекрасно собирается в кучку, ничего сложного в его приготовлении нет. Вот такое гладкое тесто у меня получилось. Теперь накрываю его пленкой и отправляю в холодильник минут на 30, а тем временем приготовлю начинку. Первым делом нарезаю лук. Я всегда использую для соленой выпечки именно фиолетовый. Для меня он намного вкуснее обычного. Режу я его вот такими полукольцами. Хотя в принципе можете нарезать любым способом, который вам нравится. Кубиками, колечками, как захотите, так и нарезайте. Одной средней луковицы вполне достаточно будет для нашей начинки. Далее отправляю его жариться на сливочном масле. А тем временем измельчаю шампиньоны. Грибов у меня примерно грамм 350-400. Ну и как видите, я их тоже не сильно мелко режу, чтобы они все-таки чувствовались в начинке, а не были как кашица. Предварительно, конечно же, я их помыла, и они даже немножечко успели подсохнуть. Лук у меня уже достаточно подрумянился, теперь к нему добавляю грибы. И минут 7 все вместе жарю на среднем огне. Конечно, не забываю подсолить. Далее добавляю шпинат. Тут у меня его плюс-минус 100 грамм. Шпинат я беру свежий, конечно же можно использовать и замороженный, но он даст больше жидкости, а она нам не нужна. Поэтому свежий будет в самый раз. Можно его нарезать помельче, но я кладу прям вот так вот целыми листиками, так вкуснее. А пока начинка остывает, я достаю тесто из холодильника и равномерно распределяю его по форме, формируя основу. Кстати, диаметр формы у меня 24 сантиметра. Разглаживаю все рукой, делаю вот такие бортики. Они должны получиться чуть выше середины формы, иначе при запекании есть риск того, что начинка начнет просто вытекать через них. Так, готово. Отправляю на 10 минут в разогретую до 180 градусов духовку. 10 минут прошло, основа прихватилась, достаю ее из духовки. И подготавливаю вот такую заливку. Из одного яйца и 100 мл сливок жирностью 12-18%. Сюда же можно добавить любые специи, какие вы любите, но для меня достаточно просто соли и перца. Перемешиваю все венчиком, не взбиваю, просто соединяю яйцо и сливки между собой. И сюда же высыпаю грибы со шпинатом. Еще мне понадобится буквально до 100 грамм кусочек любого твердого сыра. Его я также натираю на крупной терке. Ну и все туда же к начинке. Все хорошенечко соединяю, перемешиваю и отправляю в основу. Просто вот так вот выливаю из миски. Разравниваю все, чтобы было красиво. Ну и в духовку на 35-40 минут. Как начнет подрумяниваться, значит готово.